Приветствую вас на канале BizInvest. Меня зовут Дмитрий. В этом видео мы поговорим про инструменты инвестирования. Рассказывать про эти инструменты я вам буду в порядке возрастания рисков. От самых безопасных до самых рискованных. В описании будет растолкование терминов. Приятного просмотра. Наш список открывает банковский вклад. Большинство уже знает, что депозиты не имеют практически никакого смысла. Из-за инфляции нельзя не то чтобы заработать на депозитах, а и сохранить свои сбережения практически невозможно. Депозиты в Украине и России достигают 10,5% в лучшем случае в год. А в США депозиты составляют 0,6-0,8%. Теперь понятно, почему пенсионные фонды и другие финансовые инструменты в этой стране так развиты. Единственное достоинство депозитов – это гарантия, невозможность кражи денег, и если вы расточительный человек, то депозиты вас защитят от импульсивных покупок. На этом достоинства заканчиваются. Следующий инструмент по списку у нас – облигации. Облигации – это как кредит, только дают кредит не вам, а вы даете в долг эмитенту. По типу эмитента, того, кто выпускает эти ценные бумаги, облигации делятся на 5 видов. Это корпоративные, государственные, муниципальные, банковские и еврооблигации. Корпоративные и государственные облигации выпускаются корпорацией и государством соответственно. Муниципальные выпускаются местными властями с целью финансирования различных проектов. Банковские облигации выпускаются банками для того, чтобы финансировать свою кредитную деятельность, то есть для того, чтобы можно было выплачивать людям кредиты. Еврооблигации – это облигации, выпущенные в валюте иностранной для эмитента. Облигации могут делиться по обеспеченности, вот некоторые из них. Субординированные облигации – это облигации, держателям которых при банкротстве или ликвидации компании возвращают деньги в последнюю очередь, если после возврата акционерам остаток положительный. Доходность по этим облигациям выше, чем по обеспеченным, самым надежным, и необеспеченным, менее надежным из-за высокого риска. Облигации дают постоянную доходность, что подтверждает их надежность, но все-таки они являются более рискованным, чем банковские вклады. Что по поводу государственных облигаций Украины, их средняя доходность 12,5%, что делает их одними из лучших. Ну а мы перейдем к следующему инструменту инвестирования. И этим инструментом является инвестирование в драгоценные металлы и природные ресурсы, такие как золото, серебро, нефть и другие. К примеру, если вы купили золото на фондовом рынке, то вы не сможете его физически потрогать, потому что вы купили безналичное золото. Так же само работает и с другими металлами и ресурсами. Другой пример. Если вы купите золото или серебро в ювелирном магазине, то вы сможете его потрогать, но вот только цена его после прикосновения моментально падает. Покупают драгоценные металлы с целью диверсификации инвестиционного портфеля. Диверсификация – это расширение ассортимента активов для того, чтобы распределить риски, то есть чтобы не прогореть на какой-то рискованной акции или другой ценной бумаге. Кстати говоря, облигации тоже используют с целью диверсификации. Следующий инструмент у нас фонды. Фонд – это общественная организация, которая принимает и распоряжается средствами, поступающие к ней для каких-нибудь социально значимых целей. Фондов огромнейшее множество, но поговорим мы сегодня про инвестиционные фонды, а точнее про некоторые из их видов. Инвестиционные фонды делятся на 6 типов. Взаимные, хеджевые, торгуемые на бирже, паевые, венчурные и чековые. Есть сниму отдельное видео про фонды, но сейчас мы поговорим про паевые инвестиционные фонды. Паевый инвестиционный фонд, или же ПИФ, это вид коллективной инвестиции, при которой инвестор является владельцем долей в активах фонда. Ярчайшим примером паевого фонда есть его вид – индексный фонд, или же иными словами ETF-фонд. Компании-владельцы ETF-фонда создают сборку акций или других ценных бумаг. Покупая пай, то есть долю, вы становитесь владельцем части сразу же всех активов в этом фонде. Пример ETF-фонда S&P 500. 500 крупнейших американских компаний.
Если одна компания обанкротится, то у нас остается еще 499, что практически не изменит цену. Ниже следующий инструмент у нас недвижимость. Честно, я не знал, куда его поставить, но поставил после фондов. Покупая недвижимость, вы приобретаете земельные участки, здания, сооружения и другие недвижимые объекты. На недвижимости можно заработать двумя способами. Либо купить и в дальнейшем продать, либо купить, а потом сдавать в аренду и получать ежемесячный заработок. Тут работает все как на бирже. Либо купил и продал, либо купил на долгосрок и получаешь свой пассивный заработок. Постоянно капают деньги. В недвижимости главное терпение. И является оно рискованным благодаря сроку, пока окупится ваш объект. После недвижимости у нас будут акции, подробнее о которых я вещал в предыдущем видео. Расскажу вам только про активное и пассивное инвестирование. Пассивное инвестирование – это инвестирование со стратегией «купил и забыл», то есть с целью получать дивиденды, не продавая акции. Как говорил гениальнейший инвестор Уоррен Баффет, лучшее время для продажи акций – никогда. Для пассивного инвестирования прекрасно подойдут ETF-фонды, о которых я говорил чуть ранее. А активное инвестирование – это активная покупка и продажа ценных бумаг, то есть спекуляция. Какой вид инвестирования в акции вам использовать, решайте сами. Только не забывайте диверсифицировать свой портфель. Некоторые преследуют совет: купите акции и облигации в соответствии со своим возрастом. Чем вы младше, тем больший процент должны занимать акции. На самом деле не важен, какой у вас возраст. Главное, если вы инвестируете только в акции и облигации, помнить про правило 25/75. То есть, допустим, у вас облигации занимают 25% портфеля, а акции 75%. Этот способ поможет вам как следует диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Дальше у нас криптовалюта. Как многие знают, это очень волатильный рынок с очень переменчивой ценой. Почему инвестировать в криптовалюту в долгосрок так рискованно? С каждым днем ситуация на рынке меняется, и неизвестно, что будет через 2-3 месяца. Ведь за одну ночь биткоин может то возрасти, то упасть на несколько тысяч долларов. Как по мне, инвестировать в биткоин не лучшая идея. Да, для диверсификации можно купить какую-то криптовалюту, которая может показать будущий рост цены. Но на самом деле криптовалюта используется либо для трейдинга, либо для майнинга, либо для стейкинга, о которых мы можем поговорить в другом видео. Скажу только то, что эти виды заработка требуют специальных навыков и опыта, а не каких-то сигналов непонятных инфо-цыганей с 100% вероятностью заработка. Не ведитесь. Ведь люди, которые зарабатывают хорошее состояние на трейдинге, не рассказывают о своих стратегиях, потому что чем больше человек знает о их стратегиях, тем меньше они работают на рынке. Кстати говоря, это правило работает не только для криптовалют. После криптовалюты у нас идет инвестирование в IPO. IPO – это первичный выпуск акций, то есть первая публичная продажа акций или же выход на фондовый рынок. Этот инструмент является рискованным, потому что акционерное общество может не оправдать ожидания инвесторов, упасть ниже предоставленной изначальной цены за акцию. Ну и на первом месте у нас венчурное инвестирование в бизнес. В 1923 году в Америке случился глобальный кризис, частично благодаря этому инструменту, после чего государство создало комиссию по ценным бумагам и биржам. Что вообще такое венчурная инвестиция? Венчурные инвестиции – это инвестиции в новосозданные стартапы или же, иными словами, инвестиции в новые непредсказуемые проекты. Поставил я его на первое место благодаря тому, что это практически неликвидный способ инвестирования, то есть вам придется очень ждать долго, пока вы сможете вывести свою долю, которую вы купили, инвестировавши в проект. Огромнейшим плюсом является то, что заработок просто колоссальный. Но, как правило, в большинстве случаев бизнес прогорает, что просто испепеляет ваши деньги. Инвестировавши в стартапы, нужно понимать, кто выведет проект на фондовый рынок, а кто нет. Для этого надо иметь опыт или хорошо разбираться в людях. По-другому частных венчурных инвесторов называют бизнес-ангелами, но вот только бизнес-ангелы еще и дают экспертную поддержку стартапам.
Чтобы венчурное инвестирование стало менее рискованным, вы можете инвестировать в фонды, которые занимаются этим видом инвестирования. Кстати говоря, инвестирование в IPO тоже в своем роде является венчурным инвестированием. На бонусном месте у нас производные финансовые инструменты или же деривативы. Дериватив – это договор, по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, получить некоторый товар или ценную бумагу. Примером послужит фьючерс. Это дериватив, стороны которого договариваются о цене и сроке поставки. То есть они договариваются, когда и за сколько купить актив. Существует еще множество деривативов, но как-то отдельно сниму про это видео, чтобы подробнее рассказать про них. А деривативы на бонусном месте, потому что в данном инструменте вы работаете не с самим активом, а только с договором о покупке и продаже его. Также риски и заработок зависят от составленного договора, поэтому я попросту не могу предположить, на каком месте будет стоять данный инструмент. В заключение хочу сказать, что инвестировать нужно везде и по чуть-чуть, с целью сохранения капитала. Не в один актив, а в несколько. Я уже молчу, что нужно иметь разнообразие в каком-то конкретном инструменте инвестирования. Надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Желаю вам удачных инвестиций и благодарю вас за просмотр.